Если мы посмотрим хотя бы с позиции, да, Большого Ближнего, Среднего Востока, мы видим, что Иран – это нормальное демократическое государство. Хотя бы даже если мы будем сравнивать с теми режимами, которые сегодня существуют у нас в Саудовской Аравии, в Катаре, в ряде других аравийских монархий. Вот на фоне этих государств, да и в принципе с точки зрения существующих реалий, Иран – это нормальное демократическое государство с разделением властей. И вот та политика демонизации Ирана, которая проводилась в последние, в общем-то, годы, она на самом деле не дала каких-то реальных ощутимых результатов. С приходом Владимира Путина в Кремль совершенно четко обозначилась перспектива того, что Россия будет решать все важнейшие международные проблемы, исходя из собственных национальных интересов. Что сегодня и происходит. Будь то ситуация по Сирии, будь то ситуация по Ирану, будь то ситуация в целом в области большой геополитики. Президент Путин проводит политику, нацеленную на приоритетное отстаивание российских национальных интересов. И в этой логике урегулирование ситуации вокруг Ирана, безусловно, представляет для российской внешней политики один из существенных и сильных приоритетов. Я могу сказать, что, конечно, политика силового и экономического давления на Тегеран, она бесперспективна. Режим устойчив, население сплочено вокруг своих лидеров. Попытки стимулировать цветную революцию, даже путем экономического удушения Тегерана, собственно, не будет обречена на успех. Также существенным и важным фактом является то, что нет доказательств в отношении того, что Иран реализует военную ядерную программу. Да, есть подозрения. Есть подозрения у Соединенных Штатов Америки и их союзников, есть подозрения у Израиля, есть подозрения у целого ряда других государств. Но понимаете, подозрение – это вещь, которую в дело не подошьешь. Мы помним ситуацию в Ираке, когда обыскивались дворцы Саддама Хусейна под видом того, что там делается бактериологическое и другое оружие массового поражения. Господин Колин Пауэлл, тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Америки, тряс пробиркой с белым порошком, крича о том, что вот это биологическое оружие. Но Ирак оккупирован, не нашли ничего. И складывается впечатление, и в отношении Ирана сегодня пытаются провести ту же самую партию. Иран не реализует военную ядерную программу, потому что если бы такие факты имели место, уверяю вас, все ведущие мировые спецслужбы, которые сегодня нацелены на добывание информации по тому, что делается в Иране, как с помощью агентурной разведки, так и с помощью технических видов разведки, уже бы сегодня предъявили все это нам. Поэтому мы исходим из того, что Иран – это государство, которое развивает свою атомную программу, исходя из мирных целей. Для того, чтобы не остаться на обочине прогресса, который сегодня свойственен всем государствам, любая страна, которая хочет быть передовой, она имеет развитой атомный комплекс. И совсем не обязательно прибегать к таким мерам, как разработка еще и ядерного оружия. Иран, кстати говоря, не представляет ведь и ракетной угрозы для Европы. Были официальные разъяснения из Тегерана, почему-то на Западе их не заметили. Однако ракетная программа Ирана также носит исключительно региональный характер. Там нет ни мыслей, ни желаний, ни технических возможностей, да даже амбиций для того, чтобы создавать ракетное оружие, которое могло бы достать до Европы. Но, опять же, наши коллеги на Западе это не замечают, потому что тем самым нет обоснования для развертывания системы Европро. Инициативы, которые были выдвинуты Тегераном в ходе московского этапа переговоров, они носили, конечно, конструктивный характер. Но при этом важно понимать, что у Ирана есть собственные интересы. Мы не можем рассчитывать на то, что под военным давлением, либо угрозой применения силы, либо под экономическими санкциями этими методами можно выкрутить Тегерану руки. С Ираном надо считаться. Хотел бы отметить особую роль МАГАТЭ, которая является частью структуры, принадлежащей к большому клану международной бюрократии, и изменение роли МАГАТЭ в последнее время. Потому что явно совершенно, что эта организация в последние годы все больше и больше выходит за рамки своих полномочий, прописанных в ее уставе и, так сказать, общепринятых и общепонятых. Она занимается активно собственной игрой, которая балансирует на грани провокаций.
И надо отметить, что роль МАГАТЭ и ее политика стала стремительно меняться именно после прихода в Белый дом демократов и президента Обамы. Особенно, так сказать, это подчеркивается сменой руководства вот на этом рубеже. И сегодня МАГАТЭ представляет собой один из наиболее дестабилизирующих отрядов международной бюрократии. Достаточно сказать, что в частности, вот мы понимаем, так все склонны понимать, как бы все как, ну, принимать все за чистую монету. То есть вот санкции, потому что есть ядерная программа. Однако, вот, допустим, те же самые санкции, тоже эмбарго на закупки нефти у Ирана, они имеют и скрытую такую вот подоплеку. В частности, они наносят ущерб национальным администрациям тех государств, которые вынуждены эти санкции применять. А в результате выигрывает спекулятивная экономика, которая косвенно является той сферой, откуда международная бюрократия получает свои финансовые ресурсы, возможности манипулировать. Игра международной бюрократии в этом направлении явно связана, во-первых, с попыткой манипулировать суверенитетами, во-вторых, с подготовкой мирового общественного мнения к резкому в дальнейшем сокращению национальной независимости ныне существующих государств. Поэтому здесь мы должны прямо отметить вот такую роль этого нового могущественного отряда, который все больше и больше приобретает вес и значение в конъюнктуре политических факторов, действующих на международной арене. Можно без преувеличения сказать, что если мир будет сброшен в пропасть нового глобального конфликта, то главная ответственность за это будет лежать на международной бюрократии, которая не несет никакой ответственности перед национальными электоратами, никакой ответственности перед политическими системами суверенных государств, которая получает свои финансовые ресурсы из темных и сомнительных источников, отмывая эти деньги в различного рода фондах и, так сказать, банковских международных структурах. То есть сегодня это главная угроза миру.